Renault возвращается в Россию и начинает выпуск Логана и Сандеро третьего поколения. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. Текущий год обещает быть интересным. Еще пару лет назад сложно было представить, что на наш рынок начнут возвращаться покинувшие его автомобильные бренды. Но с начала года некоторые марки уже вернулись. И эта тенденция продолжает набирать обороты, что, конечно, радует. Однако наплыв китайских автомобилей подтолкнул АвтоВАЗ к решительным мерам. Компания пролоббировала повышение утилизационного сбора, чтобы усложнить жизнь восточным конкурентам и россиянам. Стратегия проста. Если не хотите строить заводы у нас и увеличивать уровень локализации, повышайте цены. С одной стороны, это полезно для экономики. Казна пополняется, меньше денег уходит за границу. Если китайские производители начнут строить заводы или использовать уже существующие площадки, это создаст новые рабочие места и усилит вовлеченность местных поставщиков. Но с другой стороны, есть и негативные последствия. Цены на автомобили для покупателей растут. Китайские бренды вряд ли пойдут на высокую локализацию, поскольку это экономически невыгодно. Вдобавок, возможно снижение качества, что может нанести удар по их репутации, которая и так вызывает сомнения у части покупателей. И еще одна проблема: повышение цен затрагивает не только иномарки, но и отечественные автомобили. Хотя для АвтоВАЗа утилизационный сбор компенсируется льготами, цены на его продукцию все равно растут. Это выглядит странно и вызывает много вопросов. Но появились новости, что АвтоВАЗ готовит нечто более масштабное. Речь идет о запуске новых моделей, способных составить конкуренцию китайским автомобилям. Недавно АвтоВАЗ получил бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, хотя формально он принадлежит в ГУП НАМИ. Уже сейчас там собирают китайский X-Sight X-Cross 7, а к концу года ожидается появление X-Sight X-Cross 8, полноприводного кроссовера, основанного на Chery Tiggo 8 Pro. Но настоящая сенсация – новость о том, что на этом заводе планируют выпускать Renault Logan и Sandero. Означает ли это возвращение Renault на наш рынок? Официально нет. Французы не могут себе этого позволить. Однако по информации источников, эти модели готовы к производству, и значительная часть технических вопросов уже решена. Без участия французов запуск бы не состоялся, ведь АвтоВАЗу не хватает необходимых комплектующих. Renault Logan 3 в спецификации для рынка России готов и будет иметь оригинальный экстерьер с двухъярусным оформлением передней светотехники. Седан имеет повышенный дорожный просвет, отделку нижнего периметра кузова черным тисненным пластиком, имитации защиты днища спереди и сзади. Что же будет с партнерством с китайской Chery? Контракт с ними действует до конца следующего года, но слухи о нежелании продления договора появляются все чаще, так как спроса на автомобили X-Sight нет. На смену китайцам придут французы, а точнее румыны, так как Logan и Sandero принадлежат марке Dacia, находящейся под контролем Renault. Это безусловно позитивная новость. У нас вновь будут собирать простые, надежные и доступные автомобили. Однако остается вопрос, сколько они будут стоить. АвтоВАЗ принял решение вместо сомнительных китайских кроссоверов вернуть проверенные модели, любимые российскими водителями. Если цена окажется адекватной, эти автомобили будут пользоваться спросом. Напишите в комментариях, сколько должен стоить Logan и Sandero. Ну и обещанная мною шутка. Я начал понимать озадаченность властей квадроберами. Они знают, что поколение детей, игравших в школе на фишки и фантики, позже изобретут криптовалюту.